Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители и подписчики канала. Вы находитесь на канале Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня я вам покажу, непосредственно изготавливаю закол, да, и покажу, как, допустим, расшивается уже непосредственно, скажем, чулок, пришивается к коридору. Коридор, скажем, да, ну, разный коридор, это закол, закольная морда, которая по глубине где-то порядка 7 метров, да, и идет разность ячей здесь. Это изделие, как бы, я готовлю для себя, закольную морду, вернее закол. Скажем, вы его уже увидите, так скажем, на практике, уже 100% эту вещь вы увидите на практике, как она будет ловить рыбу. И вот такой момент здесь вам покажу. Это сверху идет коридор, да, ячея здесь 40 миллиметров, и идет уже непосредственно чулок. Чулок, сам приемник, ячея 36 миллиметров. Значит, край, скажем, коридора, ну, он там уже расшит дальше, там уже готов он, коридор там дальше расшит, ячея 50 у него идет на распах, второй коридор там на 50 распах, и подкрылки, уже готовые подкрылки, там ячея 40-ка идет. Значит, вот это край, и здесь уже идет набор, скажем, непосредственно этого чулка, я цепляю уже посередине. Да, вот, скажем, идет у меня дель. Какое-то расстояние у меня уже отмерено для горловины. И тем самым я уже вот посередине, считай, цепляю. Вот идет с краю дель, и с той стороны идет дель. И уже делаю, допустим, ее прихват, и тем самым я уже получаю сразу получаю чулок, и сразу уже пойдет в нее горловина, то есть расшиваю, получается, идет чулок, и сразу уже получится горловина, первая горловина захода. По-разному расшиваются именно коридоры. Здесь я расшиваю 1 к 2, именно на этом изделии идет расшивка, потому что мне там надо хороший размах делать, и я беру 1 к 2. По-разному это зависит от глубины закола, которого планируете, скажем, по высоте делать, зависит от непосредственно там породы рыбы, даже зависит. Так как я планирую выставлять данные изделия закол в Ладожском озере, то допустимая ячея, скажем, приемника, это 32 миллиметра. 32 это разрешенная ячея для пород рыбы. И, скажем, приемник я уже делаю, скажем, на 36. У меня ячея 36. Допустимая, плюс расшивка идет у меня коридора на 50. Ну, потому что мелкая рыба, я не планирую как бы рыбачить ее, мелкую рыбу вылавливать. Пускай она живет и плавает в озере. Из-за того, как бы, делается расшивка по коридору, чтобы мелкая рыба просто уходила и не задерживалась перед тем, как попадать уже непосредственно в чулок. Вот таким образом, то есть 1 тут к 2 идет. А также может быть расшивка, скажем, 1 к 1,5. Ну и разнообразная расшивка идет от изделия, в зависимости от какое изделие делается. Вот таким образом. Потом, когда я уже его подготовлю, скажем, морду, крыло, вы уже видели, как готовится крыло или отбойник. То есть там повторений каких-то нету. Идет просто разный набор
ячейности на расстояние, а смысл тот же самый, как готовить крыло. Здесь просто вот акцент внимания делаю, что пока готовлю, показать эту расшивку. Когда подготовлю, скажем, морду, то постараюсь, если будет хороший день, провести вам съемку, показать, что такое уже качественная, профессиональная закольная морда. Там немножко делаются кольца по-другому, чтобы уже, скажем, дель не цеплялась по дну, скажем, меньше истиралась, то есть чтобы изделие долго служило. Так как я уже планирую заняться рыбной ловлей, я этим занимался в свое время в молодости, скажем, то какие-то уже такие большие вещи, как заколы, ставники, скорее всего, делать уже не буду. Потому что это занимает очень много времени, чтобы подготовить какое-то качественное, хорошее изделие. Ну, я думаю, что заколов я подготовлю прилично, так как, скажем, в большей степени я планирую заниматься рыбной ловлей именно с живой рыбой. Сетным ловом заниматься я не планирую, скажем так. Больше заколами, береговыми мережами. Вот этим я буду заниматься, буду это ловить. Может быть, еще, если получится, я делал много этих изделий, скажем, ставников. Ну, просил видео прислать. Ну, людям, как правило, или некогда, или не хотят они этим заниматься, там проводить съемки, как рыбачат они, скажем, ставниками, да, которые изделия я им подготовил. Ну, может быть, я все-таки свяжу еще ставник когда-нибудь. Если он мне, конечно, нужен будет, то покажу, как уже рыбачат ставниками. А именно с заколами вы увидите полноценные видео, как происходит вылов рыбы именно с заколами. Закол — это разнообразная конструкция. Они бывают разные конструкции. Здесь я делаю такой закол. Это, скажем, кто-то его называет там парник. Это, то есть, сам двор, большой расширенный двор. По краям две морды и идет центральный отбойник. Вот такую конструкцию я готовлю. Она вся взаимозаменяемая, то есть можно это переставить в другой закол, скажем, в прямой закол это все собрать, поставить. То есть это уже кому как удобней, кто как привык рыбачить. Но так называемый, скажем, парник, закол, две морды, он все-таки поэффективнее, чем прямые заколы. Он поэффективнее по вылову рыбы. То есть эффективность даже в чем? Если какая-то порода рыбы у вас вот проходит в такой-то период времени, то она у вас во дворах остается, и вы ее все равно потом вылавливаете. Она гуляет по двору, да, скажем, и уже непосредственно, если вы ловите сетями на ход, там поймали рыбу, скажем, в определенный период времени, там, грубо говоря, за неделю, и ее больше не увидели, да, она прошла и ушла. А в закол она попадает и будет там у вас крутиться во дворах и попадать там, скажем, не неделю, а уже там месяц будете вы ее вылавливать. Все, спасибо за внимание. Всем хорошего дня, удачи, отличного настроения. Учитесь. Показываю вам видео, показываю, как это делается. Покажу я вам все на практике. Я же говорю, кто-то заинтересуется, кому-то это будет интересно. И он займется этим моментом. Да, это требует усидчивости. Занятия рыболовными сетями и мережами, это требует усидчивости в первую очередь. Все, спасибо. Всем хорошего дня.